Большая панорамка. Тут поле, где можно цветы самому срезать, в кассу там закинуть. Ну а мы сегодня едем дальше по этой велодорожке. Добрый день всем зрителям нашего канала. Сегодня выбрались с детьми на велопрогулку, потому что у нас тут была в Германии жара. Мы живем в Баварии, и в последний квартал июня у нас было просто невероятно что-то с жарой. Побит рекорд температурный. Ну, я лично видел на градуснике в машине 39 показывала. Где-то в каких-то землях, в других районах, областях 40 с лишним. И это длилось где-то, я не знаю, 4-5 дней точно было. Прям очень сильно жарко. Настолько жарко, что в школах даже отменили занятия. Последние уроки посокращали, потому что, видимо, невыносимо было находиться в классах, а кондиционеров нету, как известно, в Германии, не устанавливают их. Ну и, соответственно, сказали родителям забрать. Пришлось забирать. И так было 3 дня. Это вот предыдущая неделя, среда, четверг, пятница. 3 дня самые жаркие, и как раз сказали забирать. Ну что, забрали. Интересная, конечно, история с кондиционерами, почему их запрещают. Ну да ладно. Сегодня у дочери в 1 классе, она учится, у них был урок вождения велосипедов. Для меня, в принципе, это как-то необычно. У нас в школе никогда не было такого, что преподавали уроки вождения велосипедов. О, так, пшеничка. Сейчас мы, наверное, остановимся, посмотрим ее. Потому что по телевизору передавали репортаж, что байеры жалуются, что вся пшеница завяла. Ну да, все почернело, сами колосья выглядят не так уж и здорово. Мы еще вот буквально где-то недели 1,5 назад катались. Тут у нас вся такая прям красивая, желтая была. А сейчас уже все побелело. Какая-то грязная, черная. В общем, да, жара сказывается, конечно, на всех. А еще был забавный момент такой, пока я ехал, мы в жару ехали, и водитель на машине по автобану проезжает. Ну, в общем, я кусочек вставлю сейчас, наверное. Поля байерские. Что-то он там кричит из окна. Жара действует на людей по-разному. Так, в продолжении нашего разговора. В общем, тут в Германии права на велосипед делают в школе. Возможно, кто-то уже и знает об этом, кто-то слышал. И мы прошли через это тоже. То есть наш старший сын в 4 классе уже к концу года, где-то весной, они начали проходить теорию, теоретические занятия. Сказал, где-то было минимум 10 уроков по теории. Потом они сдавали экзамен. Экзамен был, они там изучали знаки, приоритет движений, помеха справа, в зоне 30. В общем, основные все дорожные элементы, разметку, где должен находиться велосипедист во время движения.
все основные моменты, то есть уже в 4 классе они должны знать. В принципе, никто не контролирует наличие этого документа, потому что в классе у него один человек не сдал. То есть у него нету этого документа, что он имеет право, грубо говоря, ездить на велосипедах. Но тут все как бы ездят, и 1 класс, и 2, 3, ну то есть прям по дороге, все вместе. Ну да, тут с одной оговоркой, они должны быть в сопровождении родителей. Если маленький ребенок, у которого нет вот этого документика, он едет в сопровождении родителей. А старшего сына, в принципе, можно уже отпускать и без родителей куда-либо ехать. И интересный такой момент, что я никогда не слышал, чтобы эти права кто-то проверял. Так, выехал тут. Еще красивый пейзаж. Попробую показать. Вот мы рядом с автобаном. Вот такие вот лучи. Красиво. Чуть-чуть. И там деревенька снизу. Тут автобан. Вот на этом автобане мужчина тут проезжал в машине. Так вот. Скорее всего, этот документ, права на велосипед, получают дети, которые, ну как сказать, просто которые повзрослели, что вот уже у них есть права на велосипед, они уже имеют право. Причем интересно, что экзамен принимали официальные представители из полиции. Они потом расписались и поставили печать в самом этом документе. Правда, срока действия там нету. Ну, то есть стоит дата сдачи, когда сдал, фамилия, имя. А я, наверное, приложу вот тут фотографии сейчас к этому видео, как выглядит этот документ. И, ну, наверное, прикрою эти данные личные. Ну, чтобы просто вы имели представление, как оно выглядит. Ну, мне было интересно, на самом деле, увидеть первый раз. Вот, и в процессе подготовки сын говорит, изучали теорию, потом перешли к практике. На территории школы была организована специальная такая площадка, разметка, где они отрабатывали проезд перекрестков, регулируемых, нерегулируемых. Кстати, даже жесты регулировщика они изучали. Те жесты, которые подает сам велосипедист. Налево, направо, остановиться и так далее. Безопасность, то есть там должен быть шлем, жилетка в ночное время, что должны работать все осветители, то есть фара, стоп-сигнал. Фотофоты должны быть обязательно. Кстати, даже вот интересный момент. Машина, автомобиль, техосмотр в Германии не пройдет, если у него задние катафоты, да, светоотражатели будут, хотя бы один будет там разбитый или установлен не на заводе. Ну там, допустим, кто-то, может, прилепил. Даже один из 2 катафотов задних, если они неправильно выполняют свою функцию, машина техосмотр не пройдет. Ну, здесь он называется TÜV. И вот эти все основные моменты, нюансы они изучили, теорию, потом они проводили практику, и потом уже пригласили полицаев. Они пришли и за каждым наблюдали все проезды, всех перекрестков, абсолютно все ситуации они проигрывали. Ну, вот во время экзамена все и зону 30, и разъезд, поворот налево, поворот направо, разворот
и так далее. Ну, это прям хорошо, полезный такой дополнительный навык, потому что здесь довольно много велосипедистов, и, ну, как мы видим, здесь есть и дорожки. О, тут байер заезжал, похоже на поле. Еще буквально 1,5 недели назад здесь было чисто. Сейчас землю вытащил с поля. Все велодорожки обозначены, и можно так вот по этим велодорожкам проехать от одной деревни к другой, от там, второй к третьей и так далее. И вообще практически, насколько я знаю, почти по всей Германии можно ездить на велосипеде. То есть рядом с автобаном, просто с дорогой, да, можно везде проехать на велосипеде. Одна у нас знакомая есть, она уже в возрасте, но у них есть сообщество велосипедистов, и они собрались и поехали с Нюрнберга до Берлина. Это порядка, чтобы не ошибиться, по-моему, не меньше 400 километров. Ну, у них все распланировано, конечно, было, где они там будут останавливаться, ночевать и так далее. Но у них поехало где-то человек 30, наверное. То есть они такой компанией большой поехали. Ну, тут удобно, конечно, на велосипеде, если дорожки есть, можно легко. Сейчас вот лето, прогулка просто шикарная. Так, а тут у нас лавочка и какое-то место. Ну-ка. Сейчас глянем, что это. А, это место для фотографий. Сейчас покажу. Вот так вот лавочка. Вот она. И можно наблюдать пейзаж. Поле, город. Вот там, где башня, это город Нюрнберг. Так, а здесь уже пшеницу-то собрали. Стоят только эти огрызки. Солому тоже убрали, не видно. А там поле еще стоит, пшеница. Это у нас сегодня 2 июля, и они пшеницу уже убрали. Интересно. Ну ладно, продолжим наше путешествие дальше. Ехали по дорожке, и тут в лесу надпись такая вот: внимание, как бы осторожно, Айхен-процесс, аллергии-гефар. В общем, тут на деревьях размножаются гусеницы, шелкопряда и другие насекомые. И они, когда попадают человеку на кожу, вызывают аллергическую реакцию. И во время жары их было как раз таки очень много. Ну, то есть очень активная фаза была у них там, размножения или чего, не знаю. В общем, таких ленточек, вон она еще одна. Вот это, там еще были, вот еще там висят, видно, желтенькие. То есть, ну, раньше я таких предупреждений и в таком большом количестве этих гусениц, ну, нигде не встречал. Еще плюс такая жара. В общем, их было очень много. И довольно сильную аллергическую реакцию вызывает. Вот такой вот момент. Сейчас продолжим дальше. Может, получится подснять закат, как раз только-только уходит. Еще краешки видно. Стабилизатор нужен в руки.
Ну, здесь край как скошенный, как будто бы. Или просто не посадили. Так. Потом посмотрю, красиво будет, нет? Так, ну вот, хотел показать. Вот идет дорога слева, а это велосипедная дорожка. И вот тут вот стоят знаки, что здесь можно ходить как пешеходом, так и велосипедистам, а также Landwirtschaftlicher Verkehrsfrei, это сельскохозяйственной техники, можно здесь по этой дорожке тоже ездить. А также здесь есть вот такие вот знаки, это обозначают тоже велотуры или велопуть, то есть как метка, что вы едете правильно, допустим, по какому-то определенному маршруту. И вот тут вот есть такая вот табличка. И, внимание, опасный поворот дороги. Ну, это имеется в виду, вот эта вот дорожка идет здесь ровно, и потом уходит вот так вот направо. Сын изъявил желание более подробно что-то хочет рассказать о водительских правах для велосипеда. Сейчас мы поедем назад, в процессе езды будет рассказывать. Всем привет, зрители! Сегодня я хочу вам рассказать историю, как я получил права пошагово. Сначала начнем с того, сколько дней мы проводили теорию и практику. Теорию мы проводили 2 раза в неделю, 1 раз во вторник и еще 1 раз в среду. Практику мы делали в разные дни недели, но только 1 раз. Вот. Когда у нас была теория, мы учили на книжке правила. Вот. А на практике мы уже показывали себе. Самое главное правило — это, по моему мнению, rechts vor links. То есть, если вы стоите с левой стороной, а с правой стороны стоит еще кто-то, то вы должны пропустить помеху справа. Вот, это действует всегда. Потом еще есть правило шильд стоп. Когда вы видите его, то... Знак стоп, да? Да, знак стоп. То, когда вы видите его, вам нужно обязательно остановиться, как на машине, 3 секунды подождать, чтобы оглядеться, нету ли никого, и тогда уже можно проезжать. Прямо 3 секунды? Это да. Прямо так в правилах прописано? Ну... Или так полицаи сказали? Так было в правилах. Вот. У некоторых можно даже 4 секунды. Ну, главное, чтобы хватило осмотреться. Вот это правильно. Чтобы посмотреть, что справа и слева нету других машин, да? Да. Так. Потом, если вдруг вы заметили, что вы хотите проехать, допустим, в какой-то регион, а там стоит кирпич, то вам желательно проехать туда, в этот регион, с другой стороны. Потому что этот кирпич иногда действует только для одного места. А если вы хотите выехать с того места, где стоит кирпич, там просто будет стоять знак стоп. Вот. Теперь... Нет, мне кажется, будет интереснее, если ты расскажешь
сам процесс сдачи практического экзамена? Да. Вообще сложно было на теории? На теории было достаточно легко, ну, так, сбалансировано, нормально. Сколько вопросов, помнишь? Было? Вопросов Да. Ну, заданий или тестов вот на теории. страниц было 3. 3 страницы. Это точно. А вопросов? А вопросов, возможно, 15 или 20. На каждом или в общем? В общем. В общем? Мгм. С картинками были вопросы? Да, с картинками. Ну тогда да. Тогда окей. Мгм. Вот. Короче, теорию я сдал. Мгм. Это было КНАП. Кнап. Вот. Ну, потому что я подготовился, и вообще я сам хорошо знаю велосипеды и правила. Так. Вот, а на практике уже было самое интересное. Когда я уже сел на велик и надел шлем, то тогда началось такое небольшое волнование, потому что Волнение. потому что я постоянно думал, сдам ли я или нет. Ну, если мы же тренировались, еще ездили. Да, вот я одновременно думал, вдруг что-то не получится или я что-то забуду. Но с другой стороны, я уже практически все знал. Вот, там было все как на уроках, вот эти знаки стоп, Rex for links, это означает Эти, правый перед левым. ну, помеха справа, да. Да. А полицейские, они были строгие или нормальные? Нет, они были вообще не строгие, они наоборот нам на уроках они нам помогали. Помогали? А ты их понимал? Они сложно говорили по-немецки? Нет, они говорили по-немецки нормально. Вот, ну в конце мне дали права или как? Дали. Ага. Вот. И тогда я обрадовался, потому что я понял, что я очень хорош в этом деле и Справился. справился. И теперь я могу просто фрайлих ездить на велосипедах. Свободно ездить. Свободно. Фрайлих, свободно. Вот. Ну, кто не сдал, так это мой друг. У него что-то там не получилось, короче, А он на теории не сдал или на практике? на теории я не знаю, он не показывал. Но вот на практике я сам видел, что он где-то... Не, ну если его на практику допустили, то значит теорию он сдал. Значит, что-то на практике у него не получилось. Да, на практике у него что-то не получилось. Но Понятно. еще может быть такое, я не знаю точно, но может быть в 4 классе, если ты не сдал теорию, то они тебе дают шанс на практику. Ну может быть, да. Но он Потому все равно что не это сдал, да? 4 класс был. Понятно. Ну, а вообще, так как здесь на велосипедах ездят и по межгороду, грубо говоря, даже в автомобильных правилах есть дистанция обгона велосипедистов в черте города и за городом. То есть, за городом ты должен дальше держаться от велосипедиста, когда он едет справа. Если нет велодорожки, то он имеет право ехать справа по дороге. Ну, соответственно, с фонарями, с обозначающими, жилетка, шлем, все как положено, чтобы его было видно, да, издалека, чтобы водитель мог заранее снизить скорость, и рассчитать маневры и так далее. И был один случай, я видел, буквально где-то машины 2 передо мной. В общем, мужчина на велосипеде в городе ехал,
там дорожки не было, там как раз мост был через речку и сужение дороги, и он начал выезжать с велодорожки, выехал, уже ехал просто по дороге справа, и что-то там, я не знаю, его или качнуло, или что, и он просто направо чуть-чуть руль повернул, соответственно, колесом уперся в ограничительный бордюр, который на мосту установлен, и, естественно, упал. И упал прямо на дорогу, на левую сторону. То есть он упал не направо, а упал налево, прямо на проезжую часть. И водитель, который ехал, успел вовремя среагировать. А в правилах для водителей автомобилей есть такое, что если едет велосипедист, то вы должны держать от него обштан-дистанцию. В зависимости тоже от скорости. Ну, не меньше, по-моему, там 2 или 3 метров. То есть вы не должны к нему близко приближаться, потому что в случае, если вдруг вот так вот он упадет, чтобы вы его просто не переехали. Вот. А еще, что я заметил, Ага. у многих, то что они на великах Ездят. ездят, иногда слева, иногда посередине, иногда справа. Короче, они меняют стороны. Так, здесь что, уступи дорогу. Поехали, 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 поехали. Машина еще далеко была. Ну, тут, возможно, спорная была ситуация. Возможно, надо было подождать. Вот, поэтому те, кто вот так вот ездят, иногда слева, иногда посередине, всегда едьте справа. Да, вот я сейчас еду слева, я сейчас еду неправильно. Но я еду, потому что тебя, чтобы лучше было слышно, ну хорошо. Да. А вообще, вот как едет наша дочь, Алиса впереди, ехать надо по правой стороне, как можно ближе. Ну, понятно, что не по траве, ну, для того, чтобы разъехаться со встречным велосипедистом. Да. О, здесь уже, смотри, листочки попадали, уже прям как осенние. Красоту придает. Ну, вообще, да, погода такая, что уже листья все падают. Уже много чего пожелтело, трава просто пожелтела. В общем, засуха, вот эта вот жара не прошла зря. Ну, наверное, на этом будем заканчивать. Пишите, что понравилось, что нет. Интересно было или нет узнать про права велосипедные в Германии. Может быть, где-то в ваших странах тоже есть такие права. Расскажите, в какое время их получают. Тоже так, как дети в школе или, может быть, в более старшем возрасте. Я не знаю, я первый раз столкнулся здесь в Германии. Раньше я про водительские права для велосипедистов не слышал. Ну все, всем хорошего времени. И пока-пока. И пока-пока.